Почему же все-таки Ненецкий автономный округ первый в Арктике? Это не просто амбиции местных жителей, а документально подтвержденные исторические факты. Перед нами платок град Пустозерск. Автор эскиза платка – известный художник Сергей Александрович Круглов. Первый экземпляр платка выполнили сестры Елена и Злата Максимовы, авторы знаменитых максимовских платков. На рисунке мы видим древний Пустозерск, острожные стены, башни с бойницами и укрепленные врата. В центре храм, воеводское подворье, посадские избы для служб и жилья. На территории современного Ненецкого округа располагался первый русский арктический город – Пустозерск. Основанный в самом конце 15 столетия, в 1499 году, в ходе масштабного похода русских ратей в Сибирь, на древних русских торговых путях, сухопутном через Каменном и Мангазийском морском. Он на долгие 3 столетия стал административным центром самого малонаселенного и крупного северного края, территория которого простиралась от Тиманского кряжа до Уральских гор и от верховьев реки Выми до побережья Северного Ледовитого океана. Пустозерск тесно связан с историей горно-рудного и нефтяного дела в России. В марте 1491 года на Печору, на ее приток реку Цильму, была снаряжена экспедиция под руководством детей боярских Андрея Петрова и Василия Иванова, сына Болтина. Разведка месторождения увенчалась успехом. Были найдены значительные залежи меди и немного серебра. Так было открыто первое в России меднорудное месторождение. Участники экспедиции из числа местных жителей получили в пользование от московского князя богатейшие рыболовные семужьи участки, тони от Болванские до Пустозерские, что обеспечило благосостояние местного населения на долгие годы. Первое нефтяное месторождение России открыто также в Пустозерском уезде. 5 мая 1721 года Петр I подписал указ об освидетельствовании нефтяного ключа на реке Ухте, найденного мезенским рудоискателем Григорием Черепановым, что положило начало развитию нефтедобычи в империи. Пустозерск был оплотом Московии на крайнем северо-востоке, местом сбора исака, отправной точкой многочисленных экспедиций в Сибирь и на Арктические острова, центром региональной и международной торговли, духовным и культурным столпом в суровом Заполярье. Выполнив свою роль, он тихо прекратил свое существование в середине 20-го столетия, передав эстафету Нарьян-Мару, новой столице нового региона – Ненецкого округа. Ненецкий национальный, а с 1977 года автономный округ в составе Северного края был образован 15 июля 1929 года и стал первым национально-территориальным образованием малочисленных народов Севера за полярным кругом в советское время. Как ни крути, а Ненецкий автономный округ первый в Арктике.